Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Леста Гейм. Сегодня у нас на обзоре советский средний танк 9 левела, проходная прокачиваемая ветка, объект 430, да. Вот такой вот настоящий, почти современный танк выглядит, да-да-да. И прежде чем продолжим обзор, конечно же, прожми лайк под видео и подпишись на канал, если до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами начинаем с бронирования. Погнали. Итак, Collision модель нашего объекта 430. Ну и давайте смотреть. Начнем с НЛД. НЛД у нас 209 и вверху повыше получается... Да нет, те же самые, это я выше уже на 190 вверху, да, 190. Нет, 200, это я уже наверх перешел на стык. Вот, здесь у нас такое подобие, ну я даже не знаю, как назвать. Сначала идет прямая плита, потом как-то у нас все расходится, такие щеки. Ну, давайте смотреть ВЛД. ВЛД у нас 202, вверху 212, 209, ну, в целом 200. Крепко ли это ВЛД? Смотря как будет заходить снаряд. Вот так уже 234. Поэтому... что НЛД, что ВЛД, как для 9 уровня, но вот эти щеки вообще у нас тут как бы картон. И это нужно знать. Ну вы вот посмотрите, вот правильно выставляем. 82, 83. Пробивается на вылет. Запоминаем. Вот, касаемо НЛД, ВЛД, ситуативно. Как будет стоять танк. Вот, но в целом, ну, достаточно неплохо бронирован корпус. У многих СТшек на 9 левеле полный картон. Здесь хотя бы что-то присутствует. Башня у нас сферическая. Самые ослабленные детали башни это вот здесь у нас 250, 250. Дальше начинает расходиться 300, 400, 600, рикошет. Аналогичные с этой стороны. Маска крепкая. Маска крепкая у нас 700, там 400. Вот, верхняя планочка вот здесь 76 миллиметров, рикошет. Здесь у нас 30 миллиметров. По правилу 3 калибров можно закидывать пытаться, но очень узенькая она. Есть лючки 162 и 168. Ну вот местами есть 200, но это вот ниже 230, вверху 162. То есть надо стрелять в самую верхнюю часть люка. Ровно как и здесь. Здесь уже рискуете обычным типом снаряда не пробить. Да, эти мы славные лючки на 430, также на 430 на самом деле. Касаемо борта, закаточные у нас прямые. Надгусеничные полки у нас гнутые. Как он у нас танкует от борта. Естественно, за счет рикошета просто волшебно. То есть фактическая 80, здесь 70, но борт гнутый. Соответственно, приведенка будет лютая. Да, не пробить даже через каток. От борта танкует 430-ки обоих версий очень замечательно. Но вот это, конечно, расстраивает. Щечки, да. 40 миллиметров. Вот такое бронирование. Касаемо основных модулей. Всегда говорю, качайте топовый двигатель, через него в любом случае идете на десятку, топовую рацию, передавать данные по засвету, принимать данные по засвету. Здесь двукратный прирост по дальности связи, поэтому обязательно качайте. Ну и ходовую, чтобы на месте крутиться, факт тоже. Теперь касаемо пушечки, да. Пушечка у нас на 9 левеле одна единственная, второй не дано, тоже 9 левела. Вот так вот. 122 мм Д-25 ТСУ. 390 альфа на основном на голдовом, 530 на фугасе, 238 пробития на основном, 270 на голдовом. И честно говоря, вот кажется прям как-то по-нищему. 270, ну хотя бы сделали там каких-нибудь 300, ну что такое 270? Слабовато. 61 на фугасе. Так, 9... Почти 10 секунд пушка заряжается, 2400 дпм, 0.42 точность, не самое лучшее, 2,5 секунды время сведения, более-менее. Касаемо полевой модернизации, во втором слоте качаем легкосплавные узлы крепления, в четвертом плавающий прицел, в пятом антибликовую маскировку фар, в шестом второй слот мы берем на... Я беру на разведку, потому что я на оборудование буду вставлять просветленную оптику. Да, это средний танк советский, я, как правило, катаюсь с просветленкой. Вот, седьмой слот у нас комплексное ускорение сведения. Касаемо оборудования. Я катаю на сборке турбина просветленная оптика DOSL.
Досал здесь ставится всегда, а вот вместо турбины можете поставить вентиль, пожалуйста. У танка и так неплохая подвижность. Вот, а вместо просветленки можете поставить, что сюда может еще зайти. Если вы сюда поставите вентиль, сюда можете поставить, например, закалку. Да-да, закалку, потому что этот танк, в принципе, неплохо бронирован и вполне себя как бы спокойно ведет, особенно играя от борта против тяжелых танков. Поэтому, в принципе, можно катать вентиль, закалка, досал. Но досал стоит всегда. По снарядам. Основной снаряд у нас бронебой. Скорость полета 880 метров в секунду. Голда у нас подкалиберная, летит косарь. 880 на осколочно-фугасном снаряде, как и на бронебойке. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. Я пихнул до паёк, чтобы максимально раскачать возможности данного агрегата. У нас 4 члена экипажа. Перки наблюдаете перед собой в табличке. Теперь по плюсам-минусам машины. Это средний танк с достаточно неплохим бронированием. Вот. Одинаково комфортно играется как на направлении с СТ-шками, так и с тяжелыми танками. Да, помним броню этой машины. По огневой мощи. У нас есть один ярко выраженный жирный минус. Советский танк. У нас нет углов вертикальной наводки. Всего лишь минус 5. Нормальная, адекватная скорость полета снаряда. Но бронепробитие, как по мне, такое жидковатое. За счет того, что нам дали брони, у нас немного отняли бронепробитие. Увы, даже на 9-м левеле. Ну, оно как бы нормально, но всегда хочется побольше. Да. Вот. У меня штрафы есть за то, что экипаж не переобучен на 100%. Поэтому здесь не 0,38, а 0,4. Равно как и здесь тоже чутка похуже. Могло быть в районе 2,2. 2,2 секунды время сведения. В целом неплохо. Теперь касаемо ХП. 1800. Чуть больше, чем стандарт, по-моему, 1800 на девятке. Вот. По мобильности 55 вперед, 21 назад, 16 лошадей на тонну удельная мощность. Есть у нас незаметность 37%, и это круто. А по обзору на просветленке 439 метров, у нас штраф 15 метров. Так было бы 454. Да. Как-то так. Вот. Ребята, танчик хорошо танкует, еще раз повторюсь, от борта. Но на рельефных картах без УВН на нем крайне тяжело играть, потому что ваш ствол всегда смотрит в небо. Предлагаю уже ехать в бой. Давайте посмотрим, собственно, как объект 430 чувствует себя в современных боях. Погнали. Так, господа, обзор боем у нас. Объект 430, девятка, советский, средний танк. Направо поедем, тяжесть стрелять. Я думаю, хорошая тема. Хорошая должна быть тема. Сундук артагля, размеры, жесть. Пьянь это вот. Ездит, не знает, куда ему ехать. Туда-сюда вихляет. Ящер. Очень не хочется получать борт, поэтому сами видите, что исполняю.
ствол не гнется. Вообще. Початик. Броня не побрита. Ангар родной. Надо захватывать базу, наверное. Что ты тут задумал? Отповодишка. Ребята 3К сделали, еще 500 до суммы. Что, они нас убивать будут? Ребят, пару тычек и все. Ну вообще ствол не гнется. Ствол не гнется совсем. Стоим, пердим. Пару тычек в ангар. Ребят, бой сливной. Потеть я здесь не собираюсь. Все, сейчас за мной приедут. Охранники едут. Летят, так сказать, на крыльях ночи. Пару тычек и в ангар. Артовод нам как бобо делает. Нет, все уже. Пару тычек даже не получилось. Ну просто в тотальном окружении со всех сторон. И оруженосятся, и все подряд, и арта. Ну, суммы сколько получилось? 300. Ну, бой дерьмовый. Просто у нас базу просто разорвали в клочья. Просто разорвали в клочья. И какие-то постоянно лаги в игре. Просто сумасшедшие. Все дергается как-то. Неплавно игра идет. Хрен его знает. Последние дни вообще просто у Леста вообще сервера с ума сходят. Третье место у нас по урону.
Да, 2600 всего лишь. Ну, ассист. Ладно. Ребят, хороший ли это танк? Неплохой. Я вообще эту ветку, которая идет, естественно, 430, равно как и немецкую, которая идет на Е50М, всем новичкам советую, потому что в танке есть броня, все есть. В этом танке все хорошо, за исключением только одного. Как всегда, советские танки, УВН и -5, да. И это мешает эффективно играть на понятной рельефных картах. По пятибалльной системе тачка на твердую четверку тянет. Были бы УВН хотя бы -8. А 4 с плюсом прям 100% заслуживал бы, как для 9-го левела. Поэтому, господа, прожимайте лук, подписывайтесь на канал, а я вам говорю, до скорых встреч, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.